Это видео будет посвящено суду над Александром Ефремовым. Этот суд до сих пор идет. Но лично у меня нет никаких оснований считать, что его выпустят. Потому что это государство законности. Это государство, в котором закон превыше всего. А закон сейчас сконцентрирован вот в этих вот ребятах, их называют журналисты, хлопцах, в форме, которые какого-то хрена стоят в Киеве, окружили суд. Ну, я бы посмотрел на вот такой вот в какой-нибудь стране нормальной, знаете, я бы посмотрел, сколько бы это продлилось. Ну да ладно, в принципе. Давайте теперь послушаем, что говорит представитель прокуратуры. Это новое слово в презумпции невиновности. Особа, якій повідомлено, має надати докази, якими він обґрунтовує свою невинуватість. Вони будуть враховані в ході слідства і перевірені. На теперішній час підозрюваний не надав до слідства таких матеріалів. Вот так вот, дружище, если тебя обвинили, то будь добр, предоставь доказательства своей невиновности. Потому что, и быстро, потому что закроют. Нет, не они должны доказать твою виновность и на этом основании закрыть, а ты должен доказать. Вот ты позавчера, допустим, изнасиловал лошадку. Докажи, что ты ее не насиловал. Не доказал? Все, посиди-ка. Посиди-ка, дружок, в темной. А теперь представитель Верховной Рады, смотрите, народный депутат Украины. Эти люди законы пишут. Это законники. Послушайте, что он говорит. Саме Єфремов вчинення це злочин. Вдасться вийти. Що далі? Знаєте, бачили людей на вулиці? Я думаю, що СІЗО в даному випадку буде безпечнішим місцем для пана Єфремова. В СИЗО ему будет безопаснее. Видели людей на улице? Это законник. Вот это вот быдло на самом деле пишет законы для моей страны. И оно говорит, что ему будет безопаснее. Я могу себе представить, в 2012 году кто-то из власти говорит в отношении Юлии Владимировны Тимошенко: да пусть посидит, потому что там ей безопаснее будет. Я представляю, какой визг начался бы. А теперь ты посмотри, законники пришли во власть. Быдло, лапотное, с грязью под ногтями быдло пришло во власть и считает, что закон улицы — это и есть закон. Следующий народний избранник. Не такі страшні московські воші, як свої гниди. От перша гнида пішла за гради. Я думаю, що це не перша і, дай Боже, не остання. Я чомусь переконаний в тому, що він все ж таки буде заарештований. Группа поддержки стоит вокруг суда. Все как надо. Народный избранник, да? А теперь народный избранник рассказывает, почему он уверен, что арестуют Ефремова. Ми ж домовились, що однозначно буде рішення. Якщо буде рішення заграти, то це буде більш безпечно для пана Єфремова. В тупую, просто в тупую народные избранники, люди, которые законы пишут. Люди, которые пишут законы для 40 миллионов. Они вот хотят иногда, чтобы я подчинялся законам этого недоразвитого государства. Ребята, я никогда в жизни не буду подчиняться законам этой помойки, потому что на помойке вот такие вот крысы рулят. Я крысам не подчиняюсь. Теперь давайте посмотрим. Крутой генеральный прокурор. Когда его приняли, он тогда думал в свое время, да, он тогда думал, что все, шуточки, и сейчас выйдет, попиарится и выйдет. Вот что говорила его супруга тогда, когда его взяли за хвост. Але на нього це ніяк морально не вплинуло. Нормально себе почуває в робочому, впевнений в своїх силах, нормальні справи, проводить політінформацію, обмінюється книжками з іншими в'язнями воєнними. Нормально себе почуває, в робочому стані. На щось скаржиться? Тюрьма як тюрьма, на что он может скаржиться? Да ни на что не жалуются. А потом, когда стало понятно, что не шутка, что случилось? Здоровье пошатнулось. Здоров'я його погіршується, серйозно погіршується. Ну, не знаю, ви не бачили, мабуть, ті, хто знаходиться, ваші колеги, то бачать там обличчя в плямах там. Його морозить, Юра вирвав. Я так думаю, що там є проблеми з серцем, з тиском зараз. Видно, що він себе погано почуває. Нирки барахлять дуже серйозно. Знову почалися ці прояви ревматизму. Не питаю никаких теплых чувств к Ефремову, представителю той политсилы, которая хотела забрать у меня в свое время свободу и жизнь. Но я смотрю на него, как он держится в этой камере, и я вспоминаю всех этих патриотов, Корбанов, падающих в обморок, Мосейчуков, там всевозможных представителей правого сектора, которые в обморок падали просто по-женски. И вот я вспоминаю их, вспоминаю Юру Луценко, который просто разваливался на части, и думаю, ну...
вы такие модные вне клетки, а вот в клетке как-то иначе. Екс-міністр стверджує, відтоді, як 8 листопада його відвідали медики, він не отримав жодної пігулки, прописаної йому фахівцями МОЗу. Колишній глава МВС припускає, в такий спосіб його намагаються довести до інвалідності. Так от, сторона захисту наполягає, що та сама портальна гіпертензія, так зване захворювання печінки, в Луценка є і вона підтверджена клінічно. Я завезла в п'ятницю йому медикаменти. Це все повністю пов'язане з функціонуванням печінки. Единственный мужской поступок был плевок из своей как раз таки клетки. Ну а теперь займемся проектом Stop Fake. Я здесь хочу как? Я хочу просто сохранить деньги американских налогоплательщиков, потому что это Америка спонсирует вот этих разоблачителей. И сейчас уже даже не стесняясь, Радио Свобода начала публиковать эти грандиозные разоблачения. Stop Fake, День крещения Киевской Руси, ИГИЛ, Киевской Руси, ИГИЛ и Евровидение. Давайте посмотрим разоблачение. От начала сейчас 44 просмотра. Бьют рекорды. От начала. Здравствуйте, вы смотрите выпуск Stop Fake News. Мы рассказываем о манипуляциях. И до конца. Мы просто просмотрим все их разоблачения. Одно из нашумевших событий прошлой недели – День крещения Руси, в честь которого в Киеве проходил ряд торжественных мероприятий. Без фейков не обошлось. Так, сайт новостное агентство «Харьков» сообщил, что украинские власти якобы не пригласили митрополита Ануфрия. Ну, мне интересно, как они будут это разоблачать. Действительно, сайт сообщил это, и мы это проверим. Так, действительно, заходим на это агентство «Харьков», и здесь написано: примечательно, что ежегодный молебен... Однако в этом году на молебен у крестителя Руси не пригласили представителей Московского патриархата. Молебен проходил в Киеве на Владимирской горке 28 июля при участии украинских государственных и церковных глав. Днем ранее, 27 июля, в Киеве завершился крестный ход верующих Украинской православной церкви Московского патриархата. Запомним. Это важно. Впрочем, мы еще вернемся. Можете не запоминать. Расслабьтесь, просто и смотрите за этими разоблачениями. Издание комментирует, что таким образом митрополиту Ануфрию, цитата, «отомстили за организацию всеукраинского крестного хода за мир в стране». Цитата. Таким образом ему отомстили. Ну, слово «видимо» барышня явно не видит. Впрочем, упоротость, когда достигает высшей степени, это, знаете, уже когда цитирую просто, текст другой, а я цитирую. В то же время информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви сообщал об обратном – участии митрополита Ануфрия в упомянутом торжественном мероприятии. Начинаем внимательно читать. О чем же сообщил этот сайт? А сайт, в свою очередь, сообщает, что на самом деле принял участие в государственных торжествах. Но о приглашении ни слова. На сайте Киевского патриархата есть фото, где митрополит Ануфрий стоит рядом с патриархом Филаретом. Не, фото это хорошо, отрицать это глупо, но новостное агентство «Харьков» сообщило о том, что ему не пришло приглашение. И разоблачать надо именно это. Приглашение не пришло. Я не понимаю, о чем говорит эта клуша. О том, что он там был. Я тоже иногда прихожу куда-то без приглашения. А что по поводу приглашения? Об этой встрече также сообщалось в сюжете ТСН. Ну не надо уже такие авторитетные источники приводить. Мы и так верим, что он там был, потому что это глупо отрицать. А что по поводу приглашения? Фейковую новость перепечатал и сайт «Антифашист», добавив неправдивую информацию о том, что на мероприятиях якобы отсутствовал президент Украины. Отсутствовал президент Украины, почитаем. Почитаем этот антифашист. Так, митрополиту Ануфрию не простили гигантский крестный ход, который завершился вчера в Киево-Печерской лавре, молебном за мир. Кстати, Порошенко на молебне не было, хотя его туда приглашали. Так киевская власть делит церковь на свою и чужую. Ну-ну-ну, опровергни. Однако на сайте Порошенко можно ознакомиться с его речью и фото с Владимирской горки 28 июля. Бинго! С Владимирской горки 28-го. Внимательно послушаем, что она сама до этого говорила. Молебен проходил в Киеве на Владимирской горке. Днем ранее, 27 июля, в Киеве завершился крестный ход верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И завершился крестный ход Московского Патриархата в Киево-Печерской лавре. И Порошенко там не было. В чем разоблачение? Американцы, за что вы платите?
Российские СМИ периодически пытаются отыскать следы ИГИЛ в Украине. На этот раз сообщают о якобы тренировочных лагерях в Херсонской области, в которых готовят сторонников исламского государства. Эту информацию распространил целый ряд СМИ, от РИА Новости и НТВ до Звезды и Ленты.ру. Очень хорошо, давай-ка разоблачи, мастер-класс хочу получить от людей, которые получают по миллиону получают от американцев. Я уверен, сейчас будет разоблачение, я уже просто приготовился. Однако единственное доказательство – комментарий представителя оккупационной власти в Крыму Руслана Бальбека. По его словам, им якобы известно об этих самых тренировочных лагерях в Херсонской области. Кроме этого заявления, никаких других подтверждений не предоставлено. Подожди, давай или разоблачение, или верни деньги за билеты. Стопфейк уже неоднократно развенчивал мифы о присутствии ИГИЛ в Украине. Стоп, подожди, тебе же за это платят. Подожди, разоблачи это, пожалуйста. Как он сказал, они со ссылкой на его слова сказали, он не последний человек. Где фейк? Разоблачи. Ранее представители штаба гражданской блокады Крыма уже опровергали присутствие ИГИЛ в Херсонской области. Это те, которые до сих пор не признали, что они опоры взорвали, да? Все, это все разоблачение. Все, верните деньги за билеты. Тема Евровидения волнует российские СМИ, такие, например, как Украина.ру. Там у них вышла новость, где в заголовке заявляется, что Украина якобы собирает финансирование для Евровидения, цитата, «с миру по нитке». Все, да сейчас будет разоблачение, я уверен. Но не будут же они разоблачать заголовок, громкий заголовок, целью которого является привлечение аудитории. Давайте, все, ждем. Европейского вещательного союза и спонсоров. При этом о каких-либо проблемах или попрошайничестве она не говорит, как это пытается представить Украина.ру. Более того, финансирование всех без исключения конкурсов, прошедших ранее, происходило по такой же схеме. Например, в Москве в 2009 году. И что там в Москве, это очень интересно. Украина собирает с миру по нитке на Евровидении. Дальше. Так, заместитель генерального директора. Ее цитата стоит внизу. Ссылка на видео, то есть с видео вставлено. Место проведения, ее цитата. Все. А что там с разоблачениями, я не могу понять. То есть заголовок некорректный, это факт. Где здесь фейк, ребята? Покажите мне фейк. Может быть, мои зрители видят здесь фейк. Ребята, алло, пожалуйста, покажите мне здесь фейк. МВФ не даст денег Украине. С таким посылом вышел материал на украинском сайте The Kyiv Times. Публикацию перепечатали также и на Russia Today. С каким посылом вышло, это дело 28-е. Главное, что это написано «эксперт», то есть показано, что это мнение эксперта. Слушаем дальше. Я уверен, не может быть такого, чтобы подряд вот такие вот разоблачения. Новость построена на комментарии целого одного эксперта, Александра Охрименко, которого в материале называют президентом Украинского аналитического центра. А что, для того, чтобы сделать новость, надо, чтобы несколько обязательно экспертов говорили? А если кто-то один высказался, то это не новость. А откуда вообще эту барышню откопали? Она имеет представление о том, как вообще появляются статьи, как появляются комментарии экспертов. Один эксперт сказал, это нормально, это сказал один эксперт. Мне стыдно даже, что я это говорю. Однако тут есть сразу несколько моментов. Так, утвердительно об отказе Международного валютного фонда выдать новый транш Украине Охрименко не говорил. Как утвердительно не говорил? О чем? Где фейк? Или разоблачение фейка, неправдивая информация? Алло. В цитате, которая приводится, он делится мнением, что отсутствие финансирования, цитата, грозит Украине, когда МВФ будет работать, приезжать в страну, но процесса выделения средств не будет. Понятное дело, что это мнение. Он высказал свое мнение. И в заголовке даже написано «эксперт». А это когда высказывает мнение, это значит мнение. То, что денег не будет совсем и точно, это по большому счету личные выводы редакции The Kyiv Times. Да нет там такого, денег не будет совсем и точно. Нету там такого. Ты же сама показала заголовок, там такого нету. Сам эксперт называет себя президентом Украинского аналитического центра, хотя такой организации не существует. Ты что, в дупу шаталась? Google берем, начинаем вбивать украинский что вот это? Это что? Аналитический центр. Где он, спрашивают. Вот Facebook страничка есть. А чем не аналитический центр? Он может себя назвать аналитический центр, катастрофический центр. Фишка не в том. Фишка в том, что
Украинские СМИ не третьего уровня, бывает вполне себе первого уровня, ссылаются на этого эксперта постоянно. Страна ЮА. Вот он, Александр Охрименко. Сегодня. Это все свежачок. Это я взял за последнюю неделю. Александр Охрименко. Президент Украналитцентра. Голос ЮА. Александр Охрименко. From ЮА. Александр Охрименко. Это все свежак. Это все только за последние РИА Новости. Тут высказывание Александра Охрименко, эксперта. Аргументы и факты ЮА. Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. Они вообще обленились, вы понимаете? Американцы, я сейчас к американцам обращаюсь, я этот ролик обязательно переведу на английский язык. Ребята, вот из ваших налогов платятся бабки девчонкам, которые просто настолько обленились, что просто валяются и как бы пальцем в небо, тьфу, или даже им лень, даже руку поднять, тьфу, плюются просто в потолок и из этого получают деньги. При этом Александр Охрименко не отрицает, что все, что он комментирует и пишет, делает только от своего имени. А он должен был это делать от имени почившего Нельсона Манделы. А от чьего имени Александр Охрименко может говорить? И напоследок, международные аналитики утверждают, что Украина получит транш от МВФ. И это прекрасно, что нам дадут очередную подачку. Но просто что, а где в этом выпуске разоблачение фейков? Где? Господа, я хотел научиться чему-то и ничему не научился. Одному научился. Деньги можно делать из ничего. Я подумаю над этим.